Она сидела в кресле 14B, выглядела так, как и должна была, как обычный ребенок. Растрепанные косички, футболка с мультяшным рисунком, вокруг раскраски. Когда пассажирский лайнер Нордский 229 начал падать, никто не подумал, что помощь может прийти от 11-летней девочки. Но именно тогда военные подняли на перехват пару F-22. Девочку звали Лилиан Сторм Хёйл. Она летела одна, бабушка ждала ее в Нью-Йорке. Для окружающих она была милым ребенком с книжкой о драконах и с соком в стаканчике. Бортпроводники относились к ней с заботой, пассажиры угощали орешками. Никто не знал, что Лилиан — самый молодой пилот, испытатель секретной программы Falcon, которая занималась миниатюрными экспериментальными самолетами. Ее позывной «Сторм» она получила, когда в 9 лет спасла тестовый полет, погубивший 3 взрослых пилотов. Когда Нордский 229 потерял оба двигателя, экипаж вызвал помощь. В небе появились 2 F-22. По протоколу проверили список пассажиров, и офицеры ахнули. Среди имен значилась Лилиан Хёйл, 11 лет, с допуском уровня Омега Блэк. Для истребителей это был шок. Позывной «Сторм» они знали. Он ассоциировался с легендарными полетами на грани возможностей, а не с девочкой с детской книжкой. Но выбора не было. Капитан самолета пригласил ее в кабину. И там Лилиан, сохраняя спокойствие, показала приемы посадки без двигателей, которым ее учили в программе Falcon. Боинг 737 превратился в планер, а 2 F-22 сопровождали его до военной базы. Посадка была жесткой, но успешной. После остановки оба пилота F-22 сделали то, чего никогда прежде не делали для ребенка. Приняли стойку смирно в своих кабинах. Это был жест высшей военной чести. Они понимали, именно эта девочка спасла 156 человек. Мир быстро узнал правду. Ребенок-испытатель спас пассажирский самолет. Секретность рухнула, и Лилиан пришлось выйти из тени. Вместо тайных миссий она стала инструктором, учила взрослых пилотов тех методик, что раньше были засекречены. Через несколько лет ее разработки легли в основу новых программ безопасности, а имя «Сторм» стало символом того, что герои могут выглядеть как угодно, даже как ребенок с книжкой и косичками.